Просто короткая история про море в Узбекистане. Конечно, это уже не море. Там нет ни одной живой рыбки. Хотя оно большое, что-то там еще под 80 километров в длину. В общем, когда-то в том месте, где я сейчас стою, видите, вот там вот каньончик такой небольшой. Когда-то, это тоже упавший каньон, на самом деле море было выше. Ну, где-то 40 метров выше. Видите, вон там видно, где море было. Когда-то здесь плавали рыбки. Поставили завод, который производит консервы. Он производил консервы из черепах, потому что были черепахи. Потом черепахи закончились. И завод начал производить рыбные консервы. Ему очень хорошо получалось. Почти весь Союз кушал консервы рыбные местные. Но был и другой план. Хлопок тоже Союзу нужен был. Поэтому местный президент, используя бесплатных местных школьников, выращивал и собирал кучу хлопка, который, конечно, нужно было сильно орошать. Орошали. В результате 50 тысяч квадратных километров моря. Представляете, море. Просто пропили в прямом смысле русского слова. Что там? Кто-то там украл там 1 000 000 евро, кто-то еще что-то. Но вы представляете, украсть море. Вот это все когда-то было в воде, и тут была живая рыба. А сейчас там ловят дохлых каких-то червей, которые используют, продают китайцам. И то китайцам не продается, потому что коронавирус. И в Китае все заблокировано, в общем. Ловят червей, которые потом пытаются продать россиянам. Говорят, россияне тоже начали покупать. Ну, в общем, ладно. В общем, осушили море. Ну, бабки же нужны. Что надо делать? Надо... Нашли газ. Конечно, есть же территория, надо что-то из нее выжимать. Нашли газ и нефти немножко. Ну, газ качает. Но я думаю, что когда газ и нефть закончатся, тоже что-то найдут. Ну, конечно, соли немножко останется там какой-то, тоже что-то раскопают, какие-то еще полезные ископаемые. Но потом, я не знаю, наверное, к нам придут. Людям-то деньги нужны, надо же из чего-то выжимать. Либо здесь что-то еще придумает. Все же никто даже не подозревал, что если осушить море, еще будет куча газа. Вот, так что начали черепашек, потом рыба, потом план выполнять. Можно и море сушить, зато хлопка будет куча. Но когда моря нет, можно и газ подобывать. Газа нет, видите, он до сих пор что-то там делают, рачков собирают. Когда газа не будет, ему, кстати, 20 лет всего осталось, тут говорят, морю 10-20 лет, и вообще будет лужа схлопнется. Вопрос, что тогда? Причем даже все говорят только о том, чтобы остановить это. О том, чтобы это восстановить, никто даже речи не идет. Говорят, о том, чтобы восстановить, даже речи не идет. Хотя нужно наверняка просто пересушить каналы. И, кстати, местное море ворует и Туркменистан, и Афганистан. То есть есть и река, которая это все кормит. Часть Афганистан тоже начал себя. Что это, какого хрена вы тут хлопок собираете? Мы тоже умеем хлопок собирать. Ну вот, тогда Туркменистан себе пол речки отжал. Туркменистану вообще пофиг, там Северная Корея, там президент играет на гитаре там, или на чем он там играет. Он, как вы думаете, интеллект президента, который может в стране запретить коронавирус? Все, в Туркменистане коронавируса нет, все. Нет, коронавируса нет, все. Запрещен. И эта страна пол речки, например, отжала. Это вообще капитально. Просто себя пол речки взяла, отпилила, и все. Видите, пол речки отпилила, и вот вам не досталось. Ну вот, надеемся, что в вашей стране такого не повторится, или вы как-то сможете повлиять на этих дебилов, которые так поступают. И надеюсь, что ваш бизнес как-то поступает не так, как эти отморозки. Удачи, до следующего видео.